Значение по умолчанию. Значения по умолчанию – это значения, которыми будут заполнены отсутствующие в прайс-листе данные, необходимые для загрузки товаров в каталог. Настройки значений по умолчанию есть как в основных настройках модуля, так и в настройках каждого отдельного прайс-листа. Значения по умолчанию в основных настройках будут применяться ко всем прайс-листам, только если в настройках прайс-листа не указаны свои значения по умолчанию. Значения по умолчанию в настройках прайс-листа будут применяться только к текущему прайс-листу. Разбирать и описывать все поля значений по умолчанию нет нужды, так как все поля подписаны и у них есть всплывающие подсказки. На нескольких примерах мы рассмотрим логику работы значений по умолчанию. Для примера у нас есть полностью размеченный прайс-лист. Мы будем отменять разметку из разных колонок, имитируя тем самым отсутствие значения, и смотреть, как будут заполняться эти колонки значениями по умолчанию. Для начала нажмем на любую строку из прайс-листа и посмотрим на заполнение карточки товара. Как видим, у нас есть изображение, описание на всех языках, категория, производитель и так далее. Теперь отменим разметку с колонки с описанием товара на английском языке и внесем значение по умолчанию для поля с описанием товара. Проверяем результат и видим, что вместо описания на английском языке у нас стоит значение по умолчанию. Но на всех остальных языках описание осталось прежним, так как разметка с описанием на других языках не отменена. Далее отменим разметку с колонки с изображениями и внесем значение по умолчанию для этой колонки. В поля с изображениями нужно вводить полную ссылку на изображение с любого сайта. Найдем в интернете ссылку на любое изображение, скопируем ее URL-адрес и вставим в значение по умолчанию. Нажимаем по любой строке из прайс-листа и видим, что изображение изменилось на то, которое мы ввели в значение по умолчанию. Если же мы разметим колонку с изображениями, то, как и прежде, у нас будут загружаться изображения из прайс-листа. Далее отменим разметку из колонки с категорией товара и выберем значение по умолчанию для этой колонки. Теперь из-за отсутствия категории товары будут загружаться в категорию, которую мы указали в значениях по умолчанию. В итоге мы разобрали основные принципы работы значений по умолчанию. Все остальные поля работают по той же логике.